У Дженнифер и Андреса было много общего. Они получили одинаковое высшее образование, любили спорт и хорошо проводили время вместе. Когда они начали свои отношения, Дженнифер думала, что у них все сложится очень хорошо. Но это было не так. Дженнифер Плазас родилась 23 мая 1989 года в Колумбии. Она была младшей из двух сестер и жила с матерью и сестрой в Боготе. Семья и друзья описывают ее как очень активную и дружелюбную девушку, которая любила спорт. Она начала заниматься легкой атлетикой, у нее все получалось, и она даже выиграла несколько соревнований. Выбирая специальность в университете, Дженнифер решила получить степень бакалавра физической культуры и спорта в Национальном педагогическом университете в Боготе, который она окончила с отличием в 2009 году. В возрасте 20 лет она познакомилась с Андресом Гомесом Урисом, который также имел спортивное образование. Между ними завязались отношения, они очень хорошо ладили и имели много общего. В начале отношений Дженнифер познакомила Андреса со своей семьей. Ее мать и сестра сказали, что им было немного не по себе от этого молодого человека. Он им не очень понравился, но они ничего не сказали Дженнифер, потому что не думали, что эти отношения продлятся долго. Они оба были очень молоды, и никто не верил, что в конце концов первый парень девушки станет тем мужчиной, с которым она останется. Но через год, в октябре 2010 года, Дженнифер забеременела. С момента начала отношений семья Плазас видела, что она сильно изменилась. Она была не такой, как всегда, у нее были другие взгляды. Но во время помолвки девушка не говорила им, что она от чего-то страдает. Когда Дженнифер была на 4-м месяце беременности, все начало проясняться. Потому что ее пришлось отвезти в отделение неотложной помощи, поскольку Андрес ее избил. В это время она прекратила с ним отношения и вернулась жить к матери, но всего через несколько недель снова вернулась к мужчине. Он искал ее все это время, приходил к ней домой и ждал ее возле работы. Если ей нужно было пойти к врачу, он преследовал ее. Так что в конце концов, по его настоянию, она решила к нему вернуться. Дженнифер также рассказала своей семье, что это было потому, что она хотела, чтобы у ее дочери, которую она собиралась родить, были оба родителя. В июне 2010 года у них появляется дочь, а через 2 месяца Дженнифер расстается с Андресом. На этот раз он снова начал ее преследовать, но это было уже гораздо серьезнее, чем в первый раз. Мужчина преследовал ее возле ее дома, ходил за ней на медицинские приемы и даже напал на нее, когда она выходила из кабинета врача со своей матерью. Все это становилось очень опасным, и они начали его бояться. По настоянию Андреса Дженнифер решила, что лучший способ оставить ее мать и сестру в покое – это вернуться к нему, и в итоге она снова стала жить с этим человеком. Также выяснилось, что Андрес много раз угрожал Дженнифер лишить ее жизни, если она не вернется к нему. Так что именно совокупность всех этих факторов заставила ее вернуться к жизни с этим мужчиной. В 2012 году Дженнифер снова забеременела, но у нее случился выкидыш, потому что она плохо питалась и находилась в состоянии сильного стресса, так как в то время она страдала от жестокого обращения. После этого выкидыша дочь Дженнифер тоже начала испытывать страх, поскольку стала свидетелем насилия, которое Андрес применял к ее матери. Она даже сказала, что видела, как отец ударил ее мать об стену. Все это продолжалось несколько лет, и в 2017 году Дженнифер попросила свою мать приехать к ним, чтобы она присмотрела за ребенком, пока Дженнифер и Андрес выходят на работу. И первые несколько месяцев казалось, что они хорошо ладят. Мать девушки сказала, что подслушала несколько словесных споров, которые они вели в ее комнате, но не видела никаких оскорблений со стороны Андреса по отношению к ее дочери. Поэтому она начала думать, что, возможно, все успокоилось.
Но несмотря на то, что в доме царила атмосфера спокойствия, все было совершенно иначе. 23 июня 2018 года Дженнифер позвонила своей сестре Анне и рассказала, что в тот день она сильно поссорилась с Андресом. Мужчина воспользовался тем, что матери Дженнифер пришлось отлучиться на несколько часов по делам, и запер ее вместе с ее дочерью в доме. Дженнифер взяла свой мобильный телефон и записала все, что там происходило. Этот мужчина удерживал свою жену в общей сложности 5 часов. Вы можете услышать, как они начинают спорить. Андрес говорит Дженнифер, что он не хочет оставлять ее и не хочет, чтобы она была с другим мужчиной, поэтому он собирается убить всех в этом доме. Очевидно, девушка очень нервничала и пыталась его отговорить. На этой записи слышны удары и плач Дженнифер. Правда в том, что это довольно жестокие аудиозаписи, которые могут повредить психику некоторых людей. Здесь все было задокументировано, и это было очень важным доказательством в дальнейшем. Ты думаешь, мои чувства — это игра? Давай дождемся приезда моей мамы, а потом позволь мне побыть с ребенком. Подождем, пока приедет мама, как это? Да, как ты и сказал, и что теперь? Ты собираешься держать меня здесь взаперти до конца моей жизни? Ты хочешь держать меня в наручниках? Я имею в виду, я не могу даже спросить адрес. Я не могу выйти на улицу. Я не могу пойти в ванную, потому что ты ищешь меня по всему дому. Я не могу посмотреть на свой мобильный телефон без того, чтобы ты не смотрел, что я делаю. Я имею в виду, скажи мне, что ты собираешься сделать? Не знаю. Ты не можешь держать меня в таком состоянии до конца моей жизни. Я не хочу, чтобы ты уходила. Я не могу перестать работать. Ты запираешь меня, ты удерживаешь меня. Мне нужно выйти из дома. Сегодня очень плохой день. Потому что с тобой рядом я обрела только грусть, депрессию, страдания. Это все, что у меня было с тобой. Я не единственная. Почему? Что можно сделать, по твоему мнению? Я не знаю, поэтому мне и нужно посмотреть, что можно сделать. Нет, это очень просто. Нет, потому что сейчас я отношусь к тебе предвзято. Есть только 3 выхода, все просто. Первое. Если ты останешься со мной, этого не произойдет. Второе. Вы не звоните в полицию, ничего не говорите, мы продолжаем жить, как ни в чем не бывало. В-третьих, мы продолжаем жить, как жили, но и это не получится. Какой же выход? Ты находишься в самом лучшем моменте своей жизни. В самом лучшем моменте. Ты финансово независим. У тебя есть магазин в Санта-Фе. Ты человек престижный, приятный. Можешь представить себя в 50 лет? Главное — вернуться на жизненный путь. Этого не произойдет. Ни твой курс, ни мой, ни чей-либо еще. Сегодня все кончено навсегда. Ты собираешься убить меня? Я не знаю. Может быть, мы все убьем друг друга. Может быть, мы оба убьем друг друга. Ты христианин, верно? Да, И ты тоже веришь в дьявола, не так ли? да. Там ты не сможешь жить по-земному. Ты не сможешь. Ты будешь страдать весь остаток жизни и существования в аду. Нет. Нет? В моем сердце есть спасение Иисуса. И за убийство тоже? Да. Дженнифер рассказала сестре, что смогла уйти, когда приехала ее мать. В этот момент Андрес выпустил ее из комнаты, где ее удерживал. Они ничего не сказали матери, чтобы она не волновалась. День закончился в конце концов нормально. И рано утром, когда она смогла уйти от Андреса, она позвонила сестре. Они договорились, что Анна, которая жила в 2 часах езды от места, где находились Дженнифер и ее мать, вызовет полицию. В этот момент девушка уже очень боялась не только за свою жизнь, но и потому, что в этот раз Андрес угрожал убить ее дочь и ее мать, а для нее это уже было чем-то серьезным. Наступило утро, и в дом Дженнифер приехали несколько полицейских, которых вызвала Анна. Однако девушка была вынуждена сказать, что они ошиблись, потому что Андрес был в доме и очень внимательно следил за тем, что она делала. Мать Дженнифер должна была выйти в тот день за покупками.
Она ушла около 8 утра, после чего вернулась, и в 9:30 утра вы можете видеть, как женщина спускается вниз с внучкой, которой в то время было всего 9. После чего приехала Анна с 2 полицейскими. Они начали стучать в дверь, но Дженнифер не открывала. Тогда они вызвали пожарную бригаду, потому что пытались выломать дверь, но она была прочной, так что это было невозможно сделать. И они подумали, что может быть пожарная бригада сможет ее выломать. Они несколько минут находились снаружи квартиры, пытаясь открыть дверь. Оттуда доносились только звуки, но было неизвестно, была ли Дженнифер внутри, была ли она в безопасности и был ли там Андрес. После того, как пожарные потратили несколько минут, пытаясь открыть дверь, они начали слышать крики снаружи. И люди начали говорить, что Андрес выбросил Дженнифер из окна. В этот момент Анна спустилась по лестнице и, выйдя на улицу, увидела, что там лежит тело ее сестры вместе с телом Андреса. Мужчина упал на куст и не получил серьезных травм. Самое ужасное, что мать и дочь Дженнифер присутствовали в тот момент, когда он выбросил девушку из окна. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что у Дженнифер было 4 ножевых ранения, 2 в груди и 2 в нижней части живота. Именно эти ранения стали причиной ее смерти. Кроме этого, на ее теле было множество синяков и следов удушения. Было установлено, что когда Дженнифер выбросили из ее квартиры на 8-м этаже, ее уже не было в живых. И что падение не было причиной смерти, так как она была уже мертва в момент выброса из здания. Очевидно предполагалось, что ее сбросил именно Андрес. Он, как я уже сказал, не пострадал. Его выписали из больницы в тот же день, и в тот же день он был схвачен властями. Не было необходимости брать его показания и искать улики, так как было много свидетелей, в числе которых были пожарные и полицейские. Соседи видели, как этот человек выбросил тело Дженнифер из окна, а также видели, как он сам бросился за ней, поэтому в конце концов его доставили к властям, и он не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению. На первом слушании, где он не признал себя виновным, имея все доказательства, ему было предъявлено обвинение в убийстве Дженнифер, а в феврале 2019 года начался суд. В ходе судебного разбирательства выяснилось многое, а именно то, что Дженнифер уже несколько раз обращалась в полицию с жалобами на Андреса, потому что он постоянно угрожал лишить ее жизни, не давая ей от него уйти. Он уже не просто угрожал лишить ее жизни, как это было в начале отношений, а говорил, что убьет ее дочь и ее мать. Это очень напугало Дженнифер, и именно поэтому она несколько раз обращалась в полицию. Но поскольку они все еще жили вместе, офицеры не могли ничего сделать. Они не могли выдать запретительный судебный приказ, потому что Дженнифер должна была покинуть дом, а она была слишком напугана, чтобы оставить этого человека. По результатам психологического обследования Андрес является нарциссическим психопатом, который смог уничтожить самооценку Дженнифер, заставляя ее чувствовать себя виноватой и манипулируя ее каждый раз, когда она к нему возвращалась. Мужчина использовал чувство вины, чтобы заставить девушку к нему вернуться. Он также использовал страх и угрозы и полностью разрушил ее личность. Из разговоров с друзьями Дженнифер стало известно, что она чувствовала себя очень виноватой каждый раз, когда Андрес говорил ей, что собирается совершить самоубийство. В тот день, по версии следствия, произошло следующее. Дженнифер заставила мать и дочь выйти из квартиры, потому что она думала, что, как и в другие разы, сможет успокоить Андреса и покинуть квартиру, когда ее сестра Анна приедет с полицией. Но в тот день что-то изменилось, мужчина достиг точки невозврата и в итоге лишил ее жизни и попытался совершить самоубийство. Но хорошо то, что он выжил и смог предстать перед судом. В июле 2019 года Андрес был признан виновным в убийстве Дженнифер.
Но только в 2020 году он был приговорен к 26 годам тюремного заключения. Опека над дочерью Дженнифер на 100% перешла к ее семье. Ее воспитывают бабушка и тетя, которые сейчас пытаются вытащить ее из этой ситуации и оказывают ей большую помощь. Потому что был определенный момент, когда девочка чувствовала себя виноватой. Она говорила, что все произошло потому, что она оставила мать одну, и что она не должна была этого делать. Очевидно, что это очень долгий путь, потому что с самого раннего возраста она была свидетелем психологического и физического насилия, которому ее отец подвергал ее мать. Но мать и сестра Дженнифер делают все возможное, чтобы обеспечить ей наилучшую жизнь, и мы уверены, что им это удастся. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.